Это видео в основном для подписчиков моего инстаграма, потому что по подобному подносу было очень много вопросов. Сейчас я попытаюсь на них ответить и покажу два способа, как сделать такие подносы с любым принтом. Для начала самый популярный вопрос, что за бумага? Это самая обычная бумага, распечатанная на струйном и лазерном принтере. Нам понадобится молд, скотч, маркер, либо ручка, ножницы и любая бумага, либо картон. Нам нужно вырезать наш принт необходимого размера. Для этого мы берем скотч и наносим его на внутреннюю часть молда. Я пыталась сделать это разными способами, и вырезала вручную, и распечатывала трафареты, но, на мой взгляд, вот такой способ, к которому я пришла рано или поздно, наиболее удобный и простой. Пальчиками еще раз проходимся по поверхности, чтобы скотч наверняка всю площадь занял, и приступаем к обрисовке. Я использую маркер, вы можете использовать ручку, либо любой другой предмет, который рисует. И аккуратненько, прям по самому контуру внутренней части обводим наш скотч. Все, форма получилась ровная, отклеиваем его. Берем заранее подготовленную бумагу, либо картон, и приклеиваем. Можно, конечно, это делать на наш лист с принтом, но для этого нам придется делать несколько заготовок, если, например, вы делаете сразу несколько подносов. Аккуратно вырезаем по контуру, убираем лишнее, примеряем. Форма подошла отлично. Теперь обводим наш трафарет, или шаблон, как правильно его называть. На самом деле вот из такой тонкой бумаги работать не очень удобно, потому что она сминается, ее нужно придерживать. Лучше, конечно, использовать картон, ну, либо какой-то другой, более прочный материал, если вы собираетесь, очень часто делать такие подносы. Просто я постоянно теряю вот эти заготовки, мне приходится делать их заново. Вот первую форму мы вырезали, теперь вырезаем вторую. И переходим к замешиванию нашего гипсового раствора. Я использую литьевую смесь Скульптор. В описании я распишу, по какой формуле я высчитываю необходимые пропорции. Необходима нам вода, гипс и диоксид титана. Немножечко переборщила. На первый поднос готово. Теперь на перемотке сделаем для второго подноса и замешиваем. И начинаем заливать наши молды. Первый молд это будет, где принт непосредственно сразу кладется внутрь молда и сверху заливается гипсом. Как видите, просто кладем нашу бумагу и заливаем сверху гипс. Ничего не приклеиваем, не фиксируем, не стучим, потому что если постукивать от пузырей по бокам, как это делается с другими изделиями, то гипс может залиться под бумагу и испортить весь поднос. Второй поднос мы делаем как обычно. То есть мы принт будем клеить сверху. Открываем, и все получилось отлично. Просушиваем наши изделия столько, сколько заявлено производителем. В этом способе я использую клей ПВА. Для начала наносим первый слой, хорошо его промазываем. Он большей частью его впитывается, то есть своего рода такая грунтовка получается слоя нижнего, и оставляем высыхать. Когда он полностью высохнет, мы наносим второй слой. Хорошо его промазываем по всей поверхности, чтобы бумага плотно, хорошо приклеилась. Раньше я еще промазывала и сам листик, тоже дополнительно клеем ПВА, но в принципе это на результат никак не влияет, а может только испортить, потому что бумага становится очень мягкая. Так, наклеиваем по принципу, как клеят обои и самоклеющуюся пленку, то есть от одного конца к другому. Потихонечку прикладываем, мягкой какой-нибудь тканью помогаем распрямить, ударить все лишние пузырьки, потому что если будут пузыри, это будет в итоге дефектом.
И сверху аккуратными движениями, чтобы не повредить бумагу, наносим еще один клей ПВА и оставляем его сохнуть. Для второго подноса я использую вот такой вот глянцевый акриловый универсальный лак. Заранее перелит он у меня в удобную бутылочку. Наливаю. Тут я немножечко переборщила с лаком, но это ничего страшного, потому что я хорошо обильно смазываю поверхность нашу бумажную, и лишнее потом просто убирается кисточкой и спонжем. Вот, спонжем я прохожусь поверх, потому что мне не нравится покрытие от кисточки, оно оставляет следы. А спонж выравнивает поверхность и заодно убирает излишки лака. Вот, хорошо, до самого последнего я работаю спонжем, потом прохожусь по бортикам, по краям. Конечно же, потом я буду обрабатывать и заднюю поверхность, но этому мы не будем уделять время. Когда наш клей ПВА полностью высох, мы покрываем сверху акриловым лаком. Точно так же все хорошо мы промазываем. Лишнее убирается кисточкой. И сверху проходим по тому же принципу спонжиком. После того, как первый слой полностью просох, это может быть совершенно разное время в зависимости от того, какой у вас лак, мы приступаем ко второму слою. В бутылочку с акриловым лаком я добавляю немного воды, чтобы он стал более жидкий. Обращу внимание, что это не первый слой, разведенный с водой. Первый слой полностью акриловый плотный лак. Второй уже для гладкости мы делаем таким более жидким. И вот так вот просто наклоняя, мы распределяем по всей внутренней поверхности. Ни кисточек, ни спонжей здесь я не использую. Сливаем лишнюю часть лака. На это может потребоваться много времени. И оставляем сушиться. То же самое мы делаем и со вторым подносом. Так наносить лак, конечно же, не обязательно, и, возможно, технически это для кого-то неправильно, просто я нашла для себя такой способ, мне он удобен, и мне нравится конечный результат. Вы, конечно, можете использовать кисточки или спонжи, или валики, что вам удобно. И оставляем сушиться. И вот на следующий день я вернулась к подносам, все просохло, поверхность гладкая, блестит, все ровно. Все отлично. Вот такими двумя простыми способами вы можете украсить ваши подносы, декорировать их на ваше усмотрение. Я, например, очень люблю поталь, как вы видите, использую ее очень часто. Спасибо вам за просмотр. Если вам все понравилось, буду очень рада вашей подписке и лайкам. Всех обнимаю.